Ребята, всем привет! Это видео чисто рабочего плана, где мне нужна ваша помощь. Здесь не будет лишних слов и так далее, мне просто нужно ваше голосование в комментариях. Объясню, в чем суть. Дело в том, что политика Skyboard такова, что мы смотрим всегда на отзывы, на предложения и какую-то критику со стороны клиента. Именно для этого мы изначально создали наш канал. И именно поэтому в некоторых видео я буду просить вашей помощи. Буду просить вашей помощи в выборе некоторых деталей, может быть, внешнего вида, может быть, в техническом, посмотрим далее. Дело в том, что у нас грядет очень много изменений в 2021 сезоне. Точнее, в сезоне 2021 года. И поэтому первое изменение, которое я хочу с вами обсудить, это зеркала. Сегодня мы выбираем зеркала. Я предложу вам 3 варианта, помимо старых. И вы сами выберете, какие зеркала лучше ставить на наши электроскутеры. Поэтому не будем медлить, давайте сразу к делу. И давайте изначально поговорим, почему же мы решились поменять зеркала. Ну, во-первых, я видел несколько комментариев про то, что люди не очень восхищаются нашими зеркалами. И они в некоторых моментах не очень удобные. Сейчас объясню, что лично я думаю по этому поводу. Мне не нравится в этих зеркалах, во-первых, хрупкость, а во-вторых, то, что они трусятся при поездке. Само железное крепление, оно как бы не трусится, но зеркало внутри почему-то трусится, реагирует на каждый изгиб дороги и таким образом, даже я бы сказал, не на изгиб дороги, а просто вот на вибрацию дороги. То есть ты, когда смотришь в зеркало, ты должен сконцентрироваться и понять, что происходит, прежде чем увидеть что-то. А это как бы время, и поэтому я тоже за то, чтобы поменять зеркала. А теперь давайте посмотрим, что приготовили наши друзья-китайцы для того, чтобы помочь нам с этой проблемой зеркал. Дело в том, что мне дали 3 образца, которые мы можем поставить прямо сейчас, прокатиться и протестировать. Давайте так и сделаем. Я не нашел ничего лучше, чем положить их на травку, потому что стола здесь нету, естественно. Это моя такая экспериментальная площадка. Первый образец. Стандартный черный, толстый корпус, гораздо толще, чем старые зеркала, но стекло гораздо прочнее. Это сразу чувствуется даже по звуку. Да? Далее крепление все стандартное. Здесь движение очень-очень нежное. Оно плотное и очень нежное. Я не знаю, кстати, будет ли позиция слетать с сильными кочками. Скорее всего, нет. И, в принципе, мне нравится. Короче, неплохо. Давайте дальше. Дальше, следующий претендент у нас вот такой вот, такая блестяшка. Она с отражающей поверхностью сзади блестявой такой. То есть, видите, да, все отражает. Спереди зеркало. Ну, мне кажется, оно менее толще, чем первый кандидат, но при этом более толстое, чем старое зеркало. Посмотрим, как поведет при вибрации. Еще здесь само движение еще плотнее, чем в первом случае. Насчет вот этого изгиба я не уверен. Вот этот изгиб обычно забирает угол поворота, угол контроля позиции. Не знаю, посмотрим. И сама ручка тоже блестящая. В принципе, вот по внешности все. И третий кандидат – это вот такое зеркальце. Кстати, очень похоже на первое, да? Очень. Но на самом деле сейчас посмотрим отличия. Ага. А движение зеркала более такое тугое. И я бы сказал, что если в первом случае это было нежно, то здесь получается, что довольно такими рывками можно его дергать. Ну, не знаю, само зеркало вроде тоже толстое. Больше сказать нечего, оно тоже толстая форма, и в принципе форма полностью совпадает с первым образцом. Я посмотрю, чем они различаются, почему они, китайцы сказали, что это разные зеркала вообще.
посмотрим дальше. С этого мы начнем наши тесты. Но прежде чем мы начнем, должен сказать, что наши скутеры, первая партия уже уедет скоро в Россию, буквально через неделю, и поэтому нам нужно очень быстро решать по поводу зеркал. Поэтому, как только выходит это видео, в течение 3 дней вы должны оставлять свои комментарии по поводу выбора зеркала. И в таком случае они засчитаются, потому что через 3 дня, когда уже нужно будет ставить зеркала и отправлять скутеры в Россию, уже смысла не будет выбирать, понимаете, да? И поэтому, кто смотрит это видео первые 3 дня, те выбирают в комментариях зеркало. Чем больше комментариев за данную модель, тем вероятнее, что мы ее поставим. То есть не вероятнее, а 100% мы ее поставим. Так, ребятки, короче, смотрите, что делаю. Я снимаю старые. Снимаю вот так легко. Ну, у меня просто ключей нету с собой, я поэтому использую незаменимую вещь. Таким образом я вот расположил камеру, чтобы вам было видно как раз таки вибрации. Я буду смотреть другое зеркало, и я надеюсь, всем все будет видно. Теперь устанавливаем первую нашу модель. Первую, да? Да, первую, все правильно. Взял. Я просто очень тороплюсь, пока дождь не пошел. Если пойдет дождь, то придется съемку перенести. А это мне очень не нравится. Вот давайте вот так расположим относительно камеры и камеру. Ребятки, ну, в принципе, мне очень понравилась первая модель. У меня тут в блокнотике критерии, по которым мы будем выбирать. Итоги я скажу в конце, но сейчас по внешности претензий нету. Практичные, стандартные, черные, не маркаются руками, все, в этом плане все нормально. Поворот головы, сила, очень нежно. Мне нравится, насколько все нежно происходит, и по кочкам едешь, оно не поворачивается. Далее угол обзора. Угол обзора мне тоже понравился, потому что, как в машинах, в принципе, то есть оно чуть-чуть отдаляет, и ты видишь больше пространства, но при этом на скутере это очень важно, потому что на скутерах обычно устанавливают маленькие зеркала, их обычно недостаточно. Короче, угол обзора крутой. Качество зеркала, оно толстое, как я сказал в начале. Вот так вот даже стучу ему по барабану. Также по поводу отпечатков, ну знаете, все зеркала примерно маркаются одинаково, именно я имею в виду само стекло. Поэтому тут я, наверное, не буду комментировать, но меньше, чем в старых. Мне кажется, меньше, чем в старых. То есть отпечатки, конечно, остаются, но нету такого, что ты не сможешь ехать после этого. То есть не обязательно их протирать каждый раз. Но это же и к качеству зеркала относится. И тряска. Тряска вы видели, я надеюсь, на своих экранах. У меня тут разболталось. Но, надеюсь, это не мешало. То есть своими глазами я смотрю во время поездки, и они вообще не двигаются. То есть само зеркало вообще не шевелит. По вибрации у меня претензий нету. Вообще все просто офигенно. Я надеюсь, то, что раскрутилось зеркало, это не помешало вам увидеть то, что увидел я. Я не знаю, чем меня смогут удивить следующие, но давайте продолжим. Зеркала стоят. Камеры включены. Поехали. Посмотрим вторую модель. Ну да, надо ключи вставить, да? Где ключи, блин? Поехали. Теперь проверим вторую модель. По поводу этой модели ощущения совсем другие. Во-первых,
По внешности мы уже сказали. За счет внешности, кстати, они имеют немножко поплотнее вес, из-за чего они более комфортно чувствуют себя на скутере. То есть, или я просто чисто визуально мне комфортнее с этими зеркалами, плюс они на ощупь такие нежные. Поворот головы здесь меньше, чем там, то есть они смотрят немножко ниже, чем те. Соответственно, если вы, например, поставили руль немножко вверх, как я его неправильно сделал, просто руки у меня оттуда, откуда вы все подумали, то зеркала смотрят немножко вниз, и ты не можешь, даже если хочешь, поставить их выше. Следующая сила поворота. Ну, плюс-минус такая же, немножко потуже, то есть они не так будут раскручиваться, если вы прям будете лететь со скалы вниз, что не очень играет роль, но все равно мы учитываем. Угол обзора довольно, ну, такой же, как и в первой модели, очень хороший. Качество самого зеркала мне нравится, нареканий нет. Может быть, чуть-чуть потоньше само зеркало, я имею в виду само стекло. И тряска была... Конечно, ее мало было, меньше, чем в старых, но она была по сравнению с первой моделью, и это может стать ключевым фактором. Но давайте посмотрим на третью модель. Ребят, забыл сказать одну вещь. Дело в том, что здесь резьба намного лучше и крепление намного увереннее. Вот почему у меня было чувство, что мне с ними увереннее, потому что в первой модели резьба была крашеная, и, короче, там ты когда закручиваешь, стружка летит, все летит, непонятно что. Короче, первый раз неудобно их ставить. Здесь сразу все удобно, и резьба довольно крутая. Посмотрим, что в третьей модели. Снимаю шлем и пока додумываю то, что думаю. Короче, отличаются они немного от первой тем, что крепление другое, я об этом уже сказал. По внешности они абсолютно одинаковые с первыми. Сила поворота здесь туже. Они туже идут. Я не знаю, лучше это или не лучше, но в моем случае это лучше. Дальше. Угол обзора точно такой же, как во всех. Это везде одинаково. Удобство поворота. Здесь такой же большой поворот, как и на первой модели. А может даже выше. Мне показалось, что они даже выше. То есть вот можно вот так вот сделать, и они будут вообще вверх смотреть. То есть на первой, по-моему, у них есть предел все-таки. Здесь шарнир более крутой. Есть ощущение, что оно все-таки немного тоньше, чем первая модель. Первая модель немножко толще. Да, по звуку это слышно, но при этом менее маркое стекло. Мне так кажется, отпечатки меньше остаются, или у меня руки вычистились, пока я ездил, не знаю. Ну, короче, и тряски нету. Тряски я не заметил. Камеру, может, вы увидели, не знаю, ну, по-моему, не было. Короче, сейчас подведем итоги. Пойдем по порядку. По внешности. Выиграла модель номер 2. Я думаю, просто потому что они такие вычурные. Знаете, сначала они мне не понравились с этой понтовостью, но теперь, если честно, внешне они мне довольно понравились. Но есть такая штука, как царапины. И мне кажется, на них будут они оставаться. Давайте посмотрим, что у нас с царапинами. Могу... Вот. Сейчас покажу. Но царапины сдирают вот эту краску, и остается просто царапина, которую не исправить. Внешне и на ощупь они самые лучшие, но они не практичные. Поэтому, я не знаю, за внешность можно поставить им 3, за практичность поставим им 1. Ну и, соответственно, за внешность этим и этим, так как они одинаковые, мы ставим по 2 пусть будет, да? А за практичность по 3. Далее, сила поворота. Сила поворота у третьей модели самая сильная, они самые крепкие в плане выдержки позиции, поэтому поставим им 3. Блестяшкам поставим за это 2, а первой модели 1. Угол обзора везде одинаковый, даже комментировать не буду.
Удобство поворота. Первая и третья модель лидируют сразу. Блестяшка можно поставить один за угол поворота, но у третьей модели, по-моему, он больше. Больше угол поворота, вверх именно, я имею в виду вверх. Так-то они все на 360 вертятся, но вверх поворачиваются лучше третья модель. Первая модель чуть-чуть меньше, поэтому ставим первая модель 2, третья модель 3 балла за этот пункт. А у нас собирается дождь, поэтому ускоряемся. Качество зеркала и его практичность. Качество первого не очень получается, потому что там крепление, что-то там, какая-то стружка появилась, когда я крутил, непонятно. Поэтому в этом плане ему на балл снижаем, но зеркало здесь самое прочное и толстое, поэтому оставляем на 2 балла. Здесь довольно маркая, и если ты будешь царапать заднюю крышку, то это все останется на века, и это сразу снижает балл. Но крепление очень крутое, поэтому тоже 2 ставим. А вот третьей модели у меня нареканий нету, и крепление хорошее, отличается от первого, и крышка никак не поцарапается, вы даже не пытайтесь. Поэтому 3 балла. И последнее и самое важное для меня, например, это тряска. Тряска была здесь. Поэтому это стекло получает 1 балл. Здесь и здесь тряски не было. Но опять-таки за счет крепления, возможно, выигрывает третья. Но, знаете, поставлю я им по 2 балла все-таки. Почему по 2, а не по 3? Да вот просто так, потому что это жесткий отбор. И вот только с этого момента начинается наше голосование в комментариях. Пожалуйста, переходите в комментарии, оставляйте свои, какое зеркало вам больше понравилось. 1, 2 или 3. Я надеюсь, вам доступно все объяснил и показал. Теперь только от вас все зависит. Если вам вообще ничего не понравилось, то тоже оставляйте комментарии, какие вы хотите. Может быть квадратные, может быть овальные, треугольные, шестиугольные или еще какие-нибудь. Я выбирал именно круглые, потому что они самые практичные, но если у вас другие мысли по этому поводу, то пишем, мы читаем абсолютно все комментарии. Я напоминаю, что вот это скутер BR40. И если вы хотите себе такой, то заходим на сайт skyboard.store. А если вы уже решились, что вы хотите какой-то купить, то ищем вот в этом списке городов свой. Это наши дилеры. Вы приходите, смотрите, тестируете, катаетесь и только потом решаете покупать электроскутеры Skyboard. Поэтому оставайтесь с нами. Дальше мы будем не только зеркала менять, но еще много чего. И поэтому мне и дальше нужна ваша помощь. Я жду ваши комментарии. Через 3 дня будет результат на этом канале. Увидимся.